Друзья, приветствую вас на моем YouTube-канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. Прошу обратить ваше внимание, если вы будете смотреть видео на этом канале в первый день. Но не спешите переключаться, потому что ведическая астрология на самом деле очень круто работает. Нужно только знать, как правильно смотреть прогнозы по ведической астрологии. Значит, для того, чтобы этот прогноз, годовой гороскоп, принес вам максимальную пользу, желательно, конечно, знать точное время своего рождения и рассчитать свой восходящий знак по дате, времени и месту вашего рождения. Как это сделать? У меня есть видеоинструкция на канале, и ссылка на эту видеоинструкцию у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И, пожалуйста, проходите по ссылке, рассчитывайте свой восходящий знак и смотрите видео для своего восходящего знака. Сегодня я записываю только первое видео из серии. К сожалению, я уже немножко опаздываю в связи со своей занятостью, потому что я сейчас веду курс для ведических астрологов, параллельно еще консультирую, и у меня много своих еще личных дел на заднем фоне. Но в любом случае гороскопы на год выйдут для всех знаков. Значит, если вы не знаете точное время своего рождения, вторая точка, для которой я все-таки рекомендовала бы посмотреть свой прогноз, это положение знака Луны в вашем гороскопе. Лунные гороскопы тоже очень хорошо работают, поэтому точно так же по ссылке проходите, стройте свой гороскоп и смотрите, в каком знаке в вашем гороскопе находилась Луна. Если вы не разбираетесь, не можете разобраться, как вам построить, как вам узнать этот знак, знак Луны, восходящий знак, напишите под этим видео в комментариях свою дату, время, хотя бы если вы не знаете точно примерное время и место рождения, и я помогу вам рассчитаю, для какого знака вам нужно смотреть прогноз. Если вы знаете свой восходящий знак, дополнительно я тоже рекомендую смотреть прогнозы по знаку Луны. По прогнозам на месяц у меня еще пересчитаны даты, в которых Солнце находилось в тех или иных знаках. Вы можете сориентироваться еще по солнечному смотреть. Но первоочередной все-таки это восходящий знак и знак Луны. И значит, сегодня у нас будет 3 слайда, потому что у нас такое ощущение, что, знаете, жизнь в последнее время как повторение пройденного, либо как будто бы мы не можем завершить какую-то ситуацию. Вот эти транзиты, которые у нас сейчас происходят, особенно Юпитер, он у нас в 2025 году 2 раза поменял знак и вернется к январю 2026 года опять в тот знак, в который он вошел в середине примерно 2025 года, чуть раньше. И в 2026 году тоже Юпитер будет менять 2 раза знак, поэтому событий будет достаточно много. Раху и Кету у нас еще поменяют знак. Рассмотрим точки затмения. И давайте начнем с картины, которая у нас будет наблюдаться на 1 января. Значит, здесь у меня написано, что вот такая картинка у нас на 1 января будет и до 1 июня 2026 года. Потом у нас поменяет знак Юпитер. На 1 января и я здесь перерисовала только Сатурн, Юпитер, Раху и Кету, потому что у нас на самом деле есть еще Солнце, Марс, Венера, Меркурий, но эти планеты, они создают менее длительные тенденции, и их движение я обязательно рассматриваю в каждом прогнозе на месяц, а Сатурн, Юпитер, Раху и Кету у нас формируют длительную, долгосрочную тенденцию. Поэтому давайте говорить о тенденциях, которые нам обещают на год, какие фокусы у нас будут, куда будет направлено наше внимание. И, мои дорогие овны, мы начинаем с вами год 2026 с положением Сатурна в 12 доме гороскопа. Сатурн у нас в 12 дом гороскопа зашел в середине, в начале, можно сказать, 2025 года. И весь 2026 год положение Сатурна останется таким же. Сатурн в 12 доме гороскопа, который формирует несколько тенденций для овнов на 2,5 года нахождения в этом положении.
Какие это тенденции? Это тенденция, во-первых, смены круга общения. И эта тенденция смены круга общения очень сильно будет чувствоваться, в том числе вот в этот период до 1 июня 2026 года. Почему? Потому что два дома, которые у нас отвечают за наши контакты, сообщества, в которых мы находимся, друзей и профессиональные сообщества, сообщества по интересам. В этих двух домах гороскопа у нас находятся Юпитер и Раху, две планеты расширения, раздувания, увеличения количества событийности по этим домам гороскопа. Третий дом гороскопа — это дом, который отвечает за братьев и сестер, за друзей, за хобби, за короткие поездки. Здесь у нас стоит Юпитер. 11-й дом гороскопа — это такие сообщества профессиональные. Ну вот представьте, вы пошли на занятия спортом, начали заниматься спортом. Вы попадаете в какой-то клуб, в какую-то группу, и в этой группе есть люди, с которыми вам приходится контактировать. Это, по сути, чужие для вас люди, но вас объединяет какое-то общее занятие. И вот таких людей в вашей жизни в 2026 году в первой половине становится больше. Но это повторение тенденции, потому что такая же ровно картина у нас была до октября 2025 года. Поэтому, возможно, вы в 2025 году тоже попали в какое-то сообщество людей, круг ваших знакомств расширился, но потом поменялись обстоятельства, что-то изменилось, и сейчас вы, возможно, повторно будете в такие сообщества входить, либо просто по каким-то вашим делам вам придется больше общаться, больше проникать в такие круги общения и разговаривать. Что интересно, ну не только разговаривать, в целом контактировать. Что интересно, что вообще это выглядит как смена круга общения, не просто расширение круга общения, а смена круга общения. Потому что Сатурн, который у нас отвечает за эти самые круги общения, за эти самые интересы, он у нас уходит в 12-й дом гороскопа и указывает на такое положение, как будто бы мы выходим сначала из каких-то кругов общения, из каких-то профессиональных сообществ, из каких-то кружков по интересам, а потом заходим вот по этому Раху и по Юпитеру в другие круги общения, причем еще Раху у нас в 11-м доме гороскопа планета иностранец, то есть не просто круги общения, а возможно круги общения именно с людьми, которые, но они не обязательно должны быть для вас иностранцами, они могут быть для вас просто людьми, с которыми вам сложно найти общий язык, либо вы с ними разговариваете на разных языках. То есть может быть какой-то барьер в общении. Возможно, вы сами иностранец и приходите в какую-то группу, и для вас это сложно, потому что вы, может быть, не обладаете достаточным словарным запасом, чтобы в этой группе общаться. Вообще, эта картина выглядит как подготовка, я бы сказала, к смене места жительства. Может быть, не сама смена жительства, но подготовка к смене места жительства, потому что, в общем-то, хотя нет, на самом деле у вас могла быть тоже такая смена места жительства, потому что до этого Раху у нас шел по 12-му дому гороскопа, он склонял некоторых овнов к эмиграции, склонял к переезду. И, возможно, изначально, когда человек переезжает, то есть когда человек переезжает, обычная картинка такая, что круг общения сужается, наоборот, уменьшается круг общения. А когда круг общения после переезда начинает расширяться, это значит, что человек уже адаптировался к тем переменам, которые произошли в его жизни. То есть у вас, судя по этим транзитам, какая-то такая своеобразная адаптация. Помимо этого, Сатурн вот в этом вот положении на 2,5 года указывает на тенденцию, скажем так, куда-то свои денежки либо активно расходовать, либо куда-то выводить, прятать, переводить из страны в страну, из города в город. То есть перемены по финансам могут быть серьезные, но
Эти перемены по финансам, в общем-то, сначала, когда Сатурн зашел, вы могли прочувствовать. Сатурн у нас сразу два дома денег контролирует. Он еще присматривает за своим вторым домом. То есть, вернее, не за своим, а просто за вторым домом денег. То есть Сатурн у нас здесь создает комбинацию такую: либо снижение дохода, либо очень тщательно считать, финансовая грамотность, планировать, готовиться к каким-то, может быть, покупкам, готовиться к какому-то глобальному вопросу. Но это изначально, когда заходит Раху в 11 дом гороскопа. 11 дом — это дом наград, дом достижений, дом дополнительной прибыли, он раздувает. То есть в целом можно сказать, что Сатурн выводит деньги, а Раху потом дает какие-то идеи для заработка. Но еще одна тенденция, которую я вижу на этой картинке, это уход в предпринимательство для некоторых овнов. Вот в таком положении еще Сатурн у нас управляет 10-м домом работы и статуса. В таком положении Сатурн говорит о том, что вы можете уходить с работы. В эти 2,5 года можете уйти с работы, причем так кардинально. Кто-то из овнов может уйти с работы и начать работать за границей, либо удаленно, дистанционно, онлайн, каким-то образом не присутствовать на рабочем месте. То есть вот мы здесь сидим на рабочем месте, а здесь у нас рабочего места, грубо говоря, нет. Либо мы в работе очень сильно начинаем активно контактировать с иностранцами, с закрытыми организациями, то есть устроиться на работу на какое-то секретное предприятие, на фабрику, на завод, в больницу какую-то пойти работать. Это тоже у нас по 12-му дому гороскопа, в который уходит Сатурн. Но при этом у нас на первую половину 2026 года, на вот эту вот дату, есть тенденция Раху в 11 и Юпитер в 3-м доме гороскопа. 3-й и 11-й дома гороскопа — это два дома предпринимательства, два дома бизнеса. Поэтому на первое полугодие 2026 года овны могут как-то погрузиться в какую-то процедуру, процесс, который может принести им дополнительные источники дохода, дополнительная инициатива может быть какая-то. То есть может кто-то из овнов откроет бизнес, либо на время займется сезонным каким-то бизнесом. Это не значит, что вы там все время будете, да, но, возможно, какой-то сезонный бизнес у вас будет. Заработаете там на продаже елок новогодних, на продаже цветов на 8 марта. Это все у нас предпринимательская инициатива. Еще одна тенденция, точно так же по Раху и Юпитеру в 3-м и 11-м домах гороскопа, это соцсети, расширение соцсетей. То есть если вы ведете социальные сети, если у вас есть задумка по ведению социальных сетей, то я бы сказала, что вам прям крайне необходимо запланировать на этот период максимально много. То есть проработать какую-то стратегию, какие-то придумать фишки, снять материал и публиковаться, потому что планеты будут способствовать вашему росту в социальных сетях, росту подписчиков. И можно на самом деле очень круто вырастить свои блоги, вырастить свою аудиторию в эти периоды. Но Юпитер, как и Сатурн, говорят о том, что если вы действительно ведете социальные сети, либо если вы планируете какой-то бизнес, то это все будет сначала что-то должно закрыться, а потом что-то должно открыться. То есть Сатурн указывает нам на закрытие бизнеса, и Юпитер тоже указывает нам на закрытие бизнеса и потом на расширение, на открытие. То есть, скорее всего, если вы, например, действительно занимаетесь бизнесом и занимались до 2026 года, то у вас может быть такая необходимость сначала что-то закрыть. Возможно, это что-то неэффективное, и у вас будет какая-то идея, которая, скорее всего, может выстрелить в первой половине 2026 года. То есть одно закрыли, то, что у вас не очень хорошо работало, и новое открыли, и оно у вас выстреливает, начинает хорошо расти и развиваться. В этом периоде
В целом, я бы даже сказала, что в 2026 году и даже попозже, не только до июня 2026 года, есть тенденция на то, что если у вас есть дети, то у вас может быть какое-то своеобразное отдаление от детей. Что я имею в виду? Ну, не только от детей. Если вы учитесь, например, если вы учились в институте, то этот год может быть периодом окончания института. Либо если у вас был какой-то продукт, проект, это точно так же период может быть отдаления, закрытия, окончания какого-то продукта, проекта. В пятом доме гороскопа, отвечающем за детей, проекты, продукты, творчество, у нас стоит Кету, и Сатурн аспектирует у нас девятый дом гороскопа, который тоже отвечает за детей, за обучение. То есть две планеты, которые дают отстранение, заморозку, такую охлаждение, они у нас контролируют два дома, связанных с детьми, обучением и продуктами, и творчеством, вернее, и обучением. Дети и обучение. И, значит, но это не всегда вот такое отдаление, отстранение. То есть в этот период, например, дети начинают ходить в школу, дети начинают ходить в сад, дети взрослеют. И в таком случае у нас получается как будто бы своеобразное отдаление. Либо может быть заморозка какого-то проекта, либо может быть работа над долгосрочным каким-то проектом, над длительным проектом. То есть над проектом, который, если вы начали работать над ним, то он будет у вас тянуться очень долго, развиваться может быть медленно, но будет развиваться, потому что он будет расти, как вот, знаете, такой окрепший росток на ветру. Он будет набираться сил, стойкости и будет расти, несмотря ни на что. Повторюсь еще по важной тенденции по Сатурну в 12 доме гороскопа. Эта тенденция будет продолжать у нас действовать в 2026 году. И про эту тенденцию я говорила и в прогнозе на 2025 год. Очень важная тенденция, что у нас Сатурн контролирует 12 и 9 дома гороскопа. 12, 6, 9 дома гороскопа. 12 дом гороскопа — это дом дальних поездок, дом эмиграции, дом сна, в том числе дом постельных удовольствий. 6 дом гороскопа — это дом враги, долги, болезни, режим труда, кредиты, спорт, лечение. А 9 дом гороскопа в этом контексте, о чем я хотела сказать, это дом тоже, кстати, зарубежных путешествий, поэтому два дома путешествий зарубежных у нас под контролем Сатурна, но это еще и дом власти, дом вышестоящих органов власти. Поэтому Овнам, как и в предыдущем году, в 2025, так и в 2026 году, актуальное предупреждение постараться избегать различного рода злоупотреблений, нарушения закона, так как вы, можно сказать, под присмотром. Такая комбинация, если вы нарушаете закон, вы первый на то, чтобы с вас спросили. Поэтому эта комбинация Сатурна будет создавать за вами такой особый присмотр в тех вопросах, когда вы где-то нарушаете закон, и я вам не рекомендую этого делать. Еще один момент вот этого Сатурна в 12 доме гороскопа такой, что для некоторых овнов будет очень трудно выехать куда-то. То есть это условно такая комбинация, как закрытая граница. То есть если вы переехали, например, и хотите, допустим, обратно, вам может быть сложно вернуться обратно, куда вы поехали. Либо если вы собираетесь, планируете переезжать, Сатурн этот создает какие-то препятствия для переезда с визами, с границами, еще с какими-то делами. Также, если вы просто планируете путешествовать, то точно так же для просто путешествий это положение Сатурна обычно создает какие-то препятствия. Но такое положение Сатурна в 12 доме гороскопа может говорить о поездках по необходимости. По необходимости это либо рабочая необходимость, либо необходимость, вызванная какими-то делами. Поехать для того, чтобы подписать какие-то документы. Документы у нас Сатурн — это любимое его дело.
поехать для того, чтобы оздоровиться, поехать для того, чтобы вывести ребенка за границу на учебу. То есть по делам, по деловой необходимости Сатурн будет вас склонять ездить. Ну, либо ваша работа может быть связана в этот период, в том числе с поездками. Вот если у вас будет работа связана с поездками из города в город, из страны в страну, то это как раз очень хорошая тенденция такая по Сатурну в 12 доме гороскопа. Как я уже говорила, что Сатурн у нас аспектирует второй дом гороскопа, дом денег, ресурсов, родительской семьи. Поэтому для некоторых из овнов это может означать контроль ресурсов. Но, помимо прочего, вот эта вот необходимость работать над вашими ресурсами, ресурсы, они у нас разные. Ресурсы — это и сон, и уровень энергии, и поэтому я вам рекомендую стараться в это время жить по расписанию даже где-то. По расписанию, по распорядку, не выбиваться из сил, планировать вашу жизнь. Вообще это положение на контроль, на то, чтобы в нашей жизни все было по графику какому-то, без спонтанности. И это хорошее положение для того, чтобы избавляться от вредных привычек. Также Сатурн в аспекте на второй дом гороскопа может давать вам эти 2,5 года, когда он будет идти по 12 дому гороскопа, необходимость либо желание заниматься вопросами зубов, зрения, лечения вот этих вот органов. То есть, ну, кто-то по Сатурну очень часто кто-то ставит брекеты, элайнеры, начинает длительное лечение зубов, длительное лечение лор-органов, когда там хронические ангины, нужно наконец-то разобраться, что происходит, почему я постоянно болею, почему я постоянно простужаюсь. Еще Сатурн в аспекте на второй дом гороскопа дает необходимость разобраться с родителями, с родительской семьей, либо дает отдаление какое-то от родителей. Но если вы на удалении от родителей, то в таком случае Сатурн может дать стремление к тому, чтобы к ним приблизиться, возможно, перевести к себе поближе родителей, либо, возможно, к ним поближе переехать, либо чаще с ними видеться, оформить какие-то документы для того, чтобы с родителями видеться. То есть это как бы фокус, на который направлено наше внимание. Фокус — наши деньги, ресурсы, сон, энергия, питание, пищевые привычки. Очень важны очень важное значение второго дома гороскопа — наши пищевые привычки. То есть если вы злоупотребляете кофе, если вы злоупотребляете сигаретами, алкоголем или еще чем-то, то эти 2,5 года для того, чтобы, возможно, снизить количество, а возможно, вообще там пересмотреть. И точно так же в режиме дня, если вы поздно ложитесь, рано встаете, не высыпаетесь, это тоже время для того, чтобы навести порядок и привести в норму свой режим дня, заняться спортом в том числе, разобраться с долгами. У кого-то из овнов это действительно будет период разбираться с долгами, кредитами в том числе, разобраться с тем, что мешает в вашей жизни, что лишнее. Это все по Сатурну. Значит, теперь давайте поговорим про Юпитер в третьем доме гороскопа. Юпитер в третьем доме гороскопа создает комбинацию, кстати, на переписки с иностранцами, в том числе на переписки, на налаживание каких-то коммуникаций с государственными органами. Но я бы не сказала, что это бюрократическая история. Все-таки Юпитер здесь не такую бюрократию разводит, как Сатурн мог бы развести бюрократию, но все равно возможно большое количество переписок. Но это у нас тенденция до 1 июня, потом она уходит на большое количество переписок, а возможно, в том числе на обучения короткие, но фундаментальные. То есть пойти на курс, но пойти на курс при университете, пойти на курс при какой-то академии. Юпитер будет давать возможность вам и, возможно, где-то даже поблажки, возможно, где-то даже удача какая-то будет. В общем-то, эта комбинация еще означает удачу в поездках, удачу в коммуникациях, удачу в документах какую-то. То есть то, что вы можете
поездке где-то познакомиться с человеком, который будет вам полезен, либо в какой-то поездке вы получите какие-то новые возможности, либо вы получите какой-то документ, который вы давно хотели оформить, либо какой-то документ, который вам не удавалось получить, например, там водительское удостоверение или что-нибудь в этом роде. Это все будет у нас, этому будет способствовать Юпитер в третьем доме гороскопа. Ну и в целом Юпитер в третьем доме гороскопа будет расширять количество контактов и коммуникаций. Помимо этого, это год, полгода посылок. Посылок, передавать туда-сюда вещи, перевозить. То есть, возможно, действительно кто-то из Овнов готовится к глобальному переезду. Либо кто-то из Овнов переехал, но так налегке и не перевез свои вещи. И Юпитер будет способствовать тому, чтобы перевозить свои вещи, посылки отправлять, чтобы забирать то, что нажито непосильным трудом, и все в таком роде. И еще помимо этого, точно так же Юпитер создает перемены на круг общения, на перемены в отношениях с друзьями, братьями и сестрами. И, например, если у кого-то был разлад с друзьями, братьями и сестрами, Юпитер может давать благоразумие на то, чтобы отношения наладить. Еще одна очень такая интересная тенденция по Юпитеру — это его аспект на седьмой дом гороскопа. Седьмой дом — это дом брака, личной жизни. Если вы не в отношениях, то в ближайшие полгода Юпитер будет аспектировать седьмой дом брака и личной жизни и поддерживать эту сферу, то есть давать возможность с кем-то познакомиться. Но будет аспект еще и от Раху. И Раху вместе с Сатурном будут склонять вас к знакомству с иностранцами, либо с партнерами из другого города, из другой страны. Это точно так же может быть и партнерство, бизнес-партнерство, рабочее партнерство. То есть у вас может быть влюбленность, у вас могут быть завязаться какие-то отношения, но эти отношения влюбленность могут завязаться с партнерами не из вашей местности, скорее всего, из другого города, из другой страны. На заключение духовного союза, точно так же, какого-то духовного союза, на то, что у вас могут появиться партнеры, которые будут вам близки по ценностям. Это точно так же транзит Юпитера. Но если вы в отношениях, то транзит Юпитера по третьему дому гороскопа будет склонять к тому, чтобы жить немного на расстоянии, то есть частые командировки, частые разлуки могут быть у вас с вашими партнерами. Еще одна хорошая комбинация на то, что могут быть отношения у некоторых овнов с друзьями и одноклассниками. Такая вот может быть история. Но в целом Раху в аспекте на седьмой дом гороскопа, как и Юпитер в аспекте на седьмой дом гороскопа, будут склонять даже к тому, чтобы вот прям очень хочу отношений, очень хочу что-то поменять в отношениях. У вас прям вот эта вот тема тоже может сквозить первые полгода, и, возможно, даже до октября 2025 года она тоже, возможно, сквозила. И сейчас она у вас появится с новой силой. Раху в целом, точно так же, как и Юпитер, они все у нас фокус на вот эти три дома. Три дома общения. Юпитер, Раху и седьмой дом гороскопа, они все связаны. То есть все три дома общения, потому что у нас Раху аспектирует седьмой дом гороскопа, Раху аспектирует третий дом гороскопа, и Юпитер точно так же аспектирует седьмой дом гороскопа, и Юпитер аспектирует 11 дом гороскопа, где у нас находится Раху. То есть тут такая циркулирует энергия из третьего в седьмой. Вот так вот. У нас связаны три дома, которые отвечают за общение. Но это не только дома общения, это еще и дома исполнения желаний. Третий, седьмой, 11 дома гороскопа — это дома исполнения желаний. Поэтому в первой половине июня, возможно, у вас будет какая-то очень крупная цель, очень сильное какое-то желание, которое вы будете стремиться исполнить всеми силами. Возможно, искать средства, способы связи, знакомства и стремиться к тому, чтобы исполнить.
Важные ключевые точки в этом полугодии — это солнечное затмение 17 февраля 2026 года, которое состоится в вашем 11 доме гороскопа. Вокруг солнечного затмения могут происходить какие-то важные перемены, связанные с вашими кругами общения, с вашими финансами, с вашим бизнесом, если он у вас есть, с вашими накоплениями, либо присуждение какой-то награды. Кстати, очень хорошо тоже в конкурсах всяких участвовать и так далее. Но в любом случае я точки затмения обычно выпускаю всегда отдельное видео. Я надеюсь, вы это смотрите. 3 марта будет лунное затмение в вашем пятом доме гороскопа. Лунное затмение в пятом доме гороскопа дает события по детям, по деторождению, по обучению. То есть, если вы будете поступать, то это период, который может дать поступление. Это период, который может дать зачатие, рождение ребенка, создание проекта, написание книги, песни, музыки, тоже может быть выступление какое-то, какая-то публичность и так далее. Теперь давайте перейдем к следующему периоду с 1 июня 26 года по 31 октября 26 года. Что у нас здесь будет? Здесь у нас Юпитер зайдет в ваш уже четвертый дом гороскопа. Из третьего дома гороскопа он выйдет, и мы здесь рассмотрим Юпитер. Юпитер здесь, во-первых, создает тенденцию на переезд, и, возможно, эта тенденция у вас была в 2025 году с октября по декабрь. Возможно, у вас был переезд, либо вы готовились к переезду. Но если вы переехали, то вполне вероятно, что вы сейчас переедете снова. То есть переехали и как-то вот пожили-пожили, и не очень понравилось. Либо если вы тогда планировали переехать, все делали для того, чтобы переехать, у вас что-то не получилось, сейчас эта история повторится. То есть тут однозначно тенденция на переезд, либо на большое количество длительных отлучек из дома. Но очень вероятен переезд. Помимо вероятности переезда, еще вероятность того, что можете менять машину, можете менять квартиру. То есть продавать, покупать квартиры, машины. Тут и Сатурн склоняет к большим тратам. И расширять жилплощадь, расширять то место, где вы живете. То есть как будто бы, возможно, вам не хватает места, и вы захотите как-то расшириться. Юпитер будет благословлять на зарубежные поездки, несмотря на то, что у нас тут Сатурн контролирует дома поездок. На этот период, то есть до 31 октября 2026 года, Юпитер своим аспектом защищает вот эти два дома, 9 дом и 12 дом гороскопа, от вредного воздействия Сатурна. То есть он как бы говорит, что Сатурн, конечно, тут создает препятствия, но я тебе где-нибудь помогу, я тебе где-нибудь там дам зеленый свет, пожалуйста, в этот промежуток времени действуй. То есть может быть что-то такое, что где вам нельзя было поехать, куда вам нельзя было поехать, Юпитер дает зеленый свет, пожалуйста, езжайте. И Юпитер здесь у нас соединяет два дома зарубежных путешествий. То есть, если вы, например, переехали за границу, то вы можете еще раз переехать за границей. Хотя некоторые овны вот по такому транзиту могут наоборот вернуться домой. Будет желание, как будто бы тяга куда-то вернуться домой тоже в том числе. И в этом периоде у нас Юпитер еще будет опять, как и Сатурн, менять работу. Работу и статус. То есть Сатурн у нас 12 дом гороскопа ушел, и управитель 12 дома гороскопа, дома потерь, аспектирует 10 дом работы и статуса. Поэтому вполне вероятно, что в этот период кто-то из овнов может поменять работу. Такая очень серьезная тенденция на это не только поменять работу, но поменять, сделать какие-то себе документы, типа вид на жительство, гражданство и так далее, и так далее. Наш статус меняется. Но статус наш может меняться и в браке, статус наш может меняться, опять же, родился ребенок, поменялся статус, стали родителями, женились, вышли на пенсию, все в таком роде, это у нас смена статуса. Поэтому Юпитер и Сатурн здесь будут очень сильно склонять к смене статуса, смене работы. И Юпитер будет склонять к переезду в том числе.
Но тенденция на развитие социальных сетей, допустим, на то, что у вас будут какие-то предпринимательские инициативы, она, хоть Юпитер ее немножко снизит, она по Раху еще в 11 доме гороскопа у нас остается. Юпитер будет создавать еще, конечно, и какие-то срочные дела в вашем гороскопе. Срочные переезды, срочные поездки, срочные смены работы в том числе. То есть все то, что будет происходить, вот это вот переезды, поездки, оно может разрешаться как-то внезапно. Планировали, планировали, но ничего для этого особо не делали, а тут раз появилась возможность и поехали. То есть некоторые перемены произойдут совершенно для вас неожиданно. И значит, вот эта вот очень вероятность большая того переездов, перемен в месте жительства, то есть продажа недвижимости, покупка недвижимости и переезд, очень вероятно в районе 12 августа 2026 года, потому что будет солнечное затмение в 4 доме места жительства и транспорта. То есть кто-то из овнов в этот период купит машину, кто-то купит квартиру, кто-то продаст машину, квартиру, но это будет перемена вот этом, а кто-то переедет, вот это вот будет перемена в 4 доме. И Юпитер в 4 доме гороскопа, кстати, еще склоняет к тому, чтобы теснее вот с мамой как-то, может быть, благоразумие какое-то, опять же, тоже в общении с мамой, налаживание контактов с мамой, либо мама к вам, может быть, приезжает, либо вы к маме как-то приезжаете. Такая вот история как бы тесного общения с мамой тоже может быть. Но у вас это в целом тенденция уже не только в этом году прослеживается, но она может повториться. И 28 августа уже будет лунное затмение в 11 доме гороскопа, опять в доме наград, достижений, в доме опять сообществ каких-то. То есть опять может быть перемена в круге общения, опять могут быть перемены какие-то в бизнесе, опять могут быть перемены в уровне оплаты труда, в зарплате, с какими-то людьми, с которыми вы общаетесь и так далее. Значит, с 31 октября по 25 ноября тут у нас ни затмения, ничего уже не будет, но у нас будет важная тенденция на небольшой срок, на месяц соединяться Юпитер и Кету в вашем 5 доме гороскопа. Вообще соединение Юпитера и Кету здесь однозначно указывают на перемены в 5 доме гороскопа, в доме детей, творчества, обучения, в каком роде. Ам, То есть, если у вас есть дети, то это действительно может быть на какой-то период разъезд с детьми, разъехаться. Если вам нужна учеба, то, наверное, в этот период учеба какая-то в другом городе, в другой стране, поехать на какое-то время, пожить в другую страну, в другой город для того, чтобы поучиться. Либо еще Юпитер будет создавать вот эту комбинацию вместе с Кету на то, что могут быть какие-то, знаете, Кету это у нас такой безумный шляпник, он дает что-то иногда совершенно неожиданно, то, на что мы не рассчитывали, то, что у нас вообще не было в планах, то есть, может быть, дать какие-то возможности новые по 5 дому гороскопа. Внезапная незапланированная беременность, внезапная незапланированная поездка на концерт, на какое-то мероприятие, внезапная незапланированная публикация вашей работы, которую вы написали, либо внезапное незапланированное вдохновение, и вы что-то напишете, что-то создадите, что-то в таком роде. Но Юпитер и Кету у нас еще здесь соединяются, опять же, для того, чтобы какую-то возможность, в том числе вам закрыть, возможно, даже связанную с учебой. То есть может быть такое, что вы планировали на одну учебу, а поедете на другую учебу. Вы планировали на одно мероприятие, едете на другое мероприятие. И в целом Юпитер у нас отвечает за детей, за деньги тоже. Но в соединении с Кету по 5 дому гороскопа что-то может быть по финансам, связанное именно с учебой, такое странное. Допустим, вам нужно платить за учебу столько, а вам делают перерасчет, либо вы заплатили за учебу, а вам сказали, что вы заплатили как-то не столько, сколько нужно. Какие-то странные истории могут быть, но это вот всего лишь у нас месяц, когда Кету будет соединяться с Юпитером,
И на этот месяц, когда Кету будет соединяться с Юпитером, могут быть странности в поездках, странности в общении с государственными органами и все в таком роде. Но Юпитер у нас создает долгосрочную тенденцию в целом тоже в пятом доме гороскопа. Эта тенденция у нас будет до 31 декабря, а потом Юпитер в начале, ну, то есть я здесь рассматриваю, Юпитер будет не до 31 декабря, он будет там до каких-то чисел февраля, но как интересно, что Юпитер потом опять вернется в ваш четвертый дом гороскопа. То есть вот такое ощущение, что мы последние 2 года не можем планировать на длительный срок, потому что все очень меняется. И этот Юпитер такую тенденцию в первую очередь создает. То есть сначала он долго шел около года в Телец, в Тельце, потом зашел на полгода в Близнецы, потом зашел на полгода сюда, не на полгода, даже там почти на 3 месяца, потом вернулся, потом опять сюда, потом опять пойдет сюда. И этот Юпитер, он как бы рывками такой, только мы разогнались, только мы запланировали что-то, раз какие-то обстоятельства меняются, законы меняются, обстоятельства в мире меняются, ваши планы меняются, и все. И опять надо заниматься тем, чем занимались. Потом чуть проходит полгода, ах, мы же вот это вот хотели, и давайте вот это. Но, значит, с 25 ноября 2026 года у нас поменяется еще и ось Раху-Кету, а Юпитер у нас останется один в пятом доме гороскопа. Вот сейчас мы подробно поговорим про эту ось Раху-Кету, про Юпитер в пятом доме гороскопа. Значит, Юпитер в пятом доме гороскопа это в целом неплохо. То есть длительная тенденция на, ну не на полгода, ну где-то на 4 месяца, на 3 месяца у нас на то, чтобы где-то учиться за границей, в другом городе, дистанционно, либо на то, что могут уезжать дети, поступать в другую страну. А также у некоторых овнов это реально может быть тенденция на то, что хочу детей, хочу поступить, хочу запустить какой-то проект, расширение творческих инициатив и, возможно, даже попадание в какие-то истории, где вы на виду, где вы публичный человек, где вы выступаете, мероприятия различные. Это очень хороший период для того, чтобы ходить на свидания, получать, дарить подарки. То есть Юпитер в целом здесь в пятом доме гороскопа неплох, но он будет давать вам много учебы до конца года. Учеба, учеба, еще раз учеба. Он как хозяин девятого дома гороскопа, в пятом доме гороскопа в целом тоже формирует хорошую тенденцию для того, чтобы была удача какая-то в учебе, удача какая-то в запуске проектов, в ваших делах, в зачатии, в рождении ребенка, а может быть даже питомца какого-то завести и так далее. Но Юпитер будет создавать еще тенденцию на... и рост доходов, кстати, тоже будет. Юпитер будет формировать комбинацию, он будет аспектировать 11 дом гороскопа, прошу прощения. Он, конечно, как хозяин 12 дома будет аспектировать, то есть дома потерь, но и дома за границей, то есть доход из-за границы, доход от какой-то онлайн-деятельности, доход от других городов, от иностранцев. Юпитер будет расширять 11 дом гороскопа и 5 дом гороскопа, то есть творчество, какие-то задумки, какие-то проекты, какие-то новые у вас будут идеи появляться, они будут приносить вам доход. Но есть еще одна тенденция по Юпитеру, это аспект на первый дом гороскопа. Первый дом гороскопа это дом нашего тела, поэтому на эти несколько месяцев будет тенденция на расширение тела. Это означает, что у овнов есть тенденция поднабрать несколько лишних килограммов. Но в целом транзит Юпитера по пятому дому гороскопа это неплохо. Пятый дом это дом не только детей, проектов, учебы и творчества, а еще и дом наших эмоциональных впечатлений. Вот у вас Кету шел по пятому дому гороскопа, он мог ограничивать количество развлечений в вашей жизни, ограничивать количество общения с детьми, а Юпитер, он расширяет количество развлечений, расширяет количество приятных впечатлений, каких-то праздников в вашей жизни в том числе. То есть, может быть, там семейные какие-то торжества, еще какие-то торжества, они могут быть запланированы. И следующая тенденция Раху и Кету на оси 4-10 дома гороскопа. И вот у вас как-то 2 года эти топчутся все планеты по этому 4 дому гороскопа. То есть опять
обещаются перемены в месте жительства и транспорте. И если вы действительно переедете, то есть когда Юпитер будет идти по вашему 4-му дому гороскопа, если вы переедете, а Юпитер очень сильно к этому склоняет, либо если вы купите квартиру, либо если вы как-то по-другому там поменяете что-то, то вот эта тенденция, когда перейдут Раху и Кету на 1,5 года на эту ось, по Кету в 4-м доме гороскопа, это тенденция на ремонты, доделки, на то, чтобы вот что-то наводить порядки дома, планировать, вот все наведение уюта в том месте, где вы живете. Ну, Кету, конечно, не способствует уюту, но он способствует тому, чтобы его наводить. И кету может давать какое-то отстранение от дома, то есть в том смысле, что, например, вы много на работе. И это, кстати, такая комбинация по Раху в 10-м доме гороскопа. Опять же, то есть если вы там где-то уволились по Юпитеру и по Сатурну, когда Юпитер здесь шел, то здесь вы будете уже очень активно искать работу. Вот эти 1,5 года — это поиск работы, активная работа, много работы, делать что-то для получения статуса, много общественных дел, много дел, связанных с какой-то рабочей нагрузкой. И в том числе это может быть такое, что вы знаете, вы сами как бы ищете, куда бы еще вписаться, как бы не сидеть дома, куда-то ходить, куда-то выбираться, но и получение статусов. И статусы, я напомню, бывают разные. Когда Раху будет идти по 10-му дому гороскопа, у Овнов это период 1,5 года на получение статуса. Какой? Стать родителями, жениться, выйти на пенсию, получить вид на жительство, получить гражданство, получить какое-то разрешение, стать президентом, стать директором, стать каким-то представителем, стать бабушкой, дедушкой, стать хозяином квартиры. И все в таком роде. Это вот по Раху в 10-м доме гороскопа. Раху будет раздувать события в доме работы и будет выносить хаос. То есть если Сатурн здесь у нас контролирует, типа давайте все будет по графику, по расписанию, Раху способствует хаосу, хаотичному движению. Если у вас все было в порядке, все в табличках, все по расписанию, то Раху говорит о том, что нет, все, закончился порядок, теперь у нас сегодня так, завтра так, послезавтра еще как-то, подстраиваемся на ходу. И если у нас здесь шел Юпитер по 4-му дому гороскопа и склонял как бы близости к маме, то здесь уже Кету в 4-м доме гороскопа он отдаляет от мамы, отдаляет, но вообще еще вот эта ось Раху в 10-м, Кету в 4-м, если у вас давно планировались перемены, то есть если даже вы здесь как бы не переехали, либо переехали в съемное жилье, то вот эта ось Раху Кету, когда она заходит в 4-й, 10-й дом гороскопа, то она дает шанс, можно сказать, на то, чтобы решить свои жилищные вопросы. То есть, если вы давно там планируете покупку, то в этот период 1,5 года, возможно, вы купите жилье. Если вы давно планируете покупку автомобиля, то в эти 1,5 года вы, возможно, купите автомобиль. Эти вот такие глобальные перемены могут быть по месту жительства. Ну и рост в работе. Не только рост в работе, то есть когда Раху будет идти по вашему 10-му дому гороскопа, у вас будет очень сильное желание состояться в общественных делах каких-то, состояться в общественных вопросах. Еще на что обратила бы ваше внимание по Кету в 4-м доме гороскопа, это на ваше состояние внутреннего счастья, на ваше психологическое состояние, потому что Кету в 4-м доме, он немножко может наши чувства замораживать и немножко делать нас более меланхоличными, такими либо безучастными. Вот, скорее всего, у вас будет такое вот хочу работать, неважно мне там, что вы чувствуете, но когда Раху идет по 10-му дому гороскопа, в работе состояться сложно, потому что мы начинаем очень сильно сюда направлять свой фокус внимания, гиперактивничать, и другие люди могут нас просто шугаться, что тут происходит, что это пришел за человек, который тут пытается установить свои правила, установить свои порядки, навязать свое мнение, и могут быть
недопонимание рабочее с другими людьми, когда вы напираете, а люди от вас как бы отдаляются, потому что что происходит, зачем вы вообще нападаете на нас. Поэтому смотрите за реакцией людей на вас, смотрите на вашу реакцию на других людей. Где-то иногда держите себя в руках, где-то иногда даже с помощью психологии учитесь отстаивать личные границы. Кстати, личные границы — это проблема, которая тоже у вас появится в эти 1,5 года. Личные границы и манипуляции. Либо вы можете стать каким-то очень сильным манипулятором, либо кто-то в отношении вас может очень стать сильным манипулятором, либо на работе ваши личные границы будут нарушаться, и это может мешать вашему эффективному продвижению, эффективной работе. И в таком случае вам тогда нужно с помощью психологии, с помощью проработки себя какой-то, с помощью проработки своего сознания и выстраивания этих личных границ решать вопросы. То есть в любом случае Раху создаст вот эту вот гипертурбулентность в сфере работы, общественной деятельности. Специально говорю для тех, кто а, не работает, что это не только работа, это еще и наша общественная деятельность. То есть если у вас есть активность какая-то в кружке, в родительском комитете, еще где-то, это и общественная деятельность. Но вообще, на самом деле, если вы не работали до 2026 года, то когда Раху зайдет в 10-й дом гороскопа, очень высока вероятность, что вам захочется пойти работать, даже если вы на пенсии давно, даже если вы вот только вышли в прошлом году на пенсию, у вас появится желание выйти на работу, потому что Раху в 10-м доме гороскопа, он будет склонять к тому, чтобы искать работу и как-то реализоваться в обществе, в общественной деятельности. Но, в общем-то, все равно эти транзиты по сравнению с Сатурном в 12-м доме гороскопа, Юпитером в 5-м, Раху в 10-м доме гороскопа, они немножко нивелируют вот это положение Сатурна в 12-м доме гороскопа, который как бы какие-то ограничения вводит и в передвижение, и в сон, и в ресурсы, в такие вещи. Вот, кстати, очень вероятно даже, что действительно некоторые овны вот прям как будто бы ушли на покой, как будто бы ушли немножко на пенсию, а сейчас просыпаемся, не хотим сидеть дома, хотим вот выходить куда-то и начинать активничать. И в том числе, если вы не планировали детей, то у вас может появиться дети, домашние питомцы, вот появление желания о ком-то заботиться, кого-то домой приводить, чтобы было о ком заботиться. Ну и, в общем-то, на этом, наверное, все. Неожиданно большой получился у меня разбор, как ни странно. Мои дорогие овны, лунные, восходящие овны, я надеюсь, что эти тенденции вас порадуют, впишутся в ваши планы, пишите ваши комментарии. Благодарю вас за поддержку этого канала. Если вы еще на него не подписаны, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.